Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Очередной агрогороскоп на апрель месяц, он посвящен делам в садах наших. Апрель 2023, время киевское. Начало месяца будет как раз в огненном знаке Лев. И здесь можно только проводить профилактические опрыскивания деревьев и очень хорошо заняться уборкой, если еще это не сделано. Ну а уже после 15 часов дня, потому что переход в Деву будет в 13:58, нужно еще немного времени, и тогда уже начинают работать полностью энергии Девы. Дева у нас отвечает за красоту. И, кстати, к красоте относятся не только декоративные растения, еще и хвойные. Ну и все, что красивое, и все, что вьется. Поэтому можно вот часть растений, которые вы получите, можно вот эти растения высадить уже 2 после 15 часов. И 3 все 24 часа. Если еще что-то останется, можно будет до 7 часов утра высадить в Деве. Далее будет уже сожженный путь полнолуния, поэтому не рекомендуется в это время посадки. Здесь мы высаживаем вот эти декоративные, еловые растения. И очень хорошо отводки любых растений, которые лианами называются, в том числе и виноград. Размножаем. Сейчас очень хорошее время для многих регионов. Если виноград решили размножить, усилить корневую систему, используйте. Очень хороший способ. Ну и обязательно в Деве сейчас будут тут хороши поливы. Подкормки уже не проводим. Впереди полнолуние. И хорошо укоренять черенки, которые вы нарезали. Доставайте, укореняйте. Затем начинается вот этот сложный такой период, очень сложный. Сожженный путь полнолуния. Само полнолуние будет 6. И смотрите, здесь начало периода в Деве, потом весы. Весы не поливаем. И уже в Скорпионе 7 можно будет поливать. И 8 тоже поливать. Сожженный путь полнолуния завершается 8 в 7 часов 34 минуты утра. Ну, естественно, мы прямо вот так точно не ждем, а чуть-чуть даем время все-таки, чтобы энергии были чистые. В Скорпионе можно будет заниматься какими-то важными делами. Но вот поливы, уборка, подготовка посадочных ям, это, кстати, можно и не дожидаться. Единственное, что можно стратификацию семян сделать. Вот это то, что в Скорпионе очень хорошо получается. И это можно будет еще 9. Здесь у нас тоже поливы, уборка. И уже очень важный момент. После 15 часов 57 минут, а лучше 16 часов и чуть-чуть позже, когда уже 9 апреля, здесь очень много энергии, сразу же после сожженного пути полнолуния. Хорошая энергия для того, чтобы прививки очень быстро прижили. В Стрельце на убывающей луне после сожженного пути полнолуния, видите, у нас уже даже почти 2 суток проходит. Можно использовать 9, 10 и 11 можно вот этот агроприем использовать для того, чтобы провести прививочные работы с созданием новых растений на одном растении. Так что делайте, чтобы все у вас хорошо получилось, успехов вам. Ну и открывайте, где уже устанавливается тепло, открывайте свои теплолюбивые растения. Занимайтесь. 11 у нас начинается обрезка. Я хочу вам напомнить, у нас есть отдельное видео. Вот видите, когда она начинается? Именно 11. Здесь уже энергии будут убывать хорошо, и растения не будут страдать. Поэтому, смотрите, я вот еще раз показываю. Видите, какие периоды у нас для обрезки растений. Неважно, они уже цветут, не цветут, имеют ли распустившиеся почки. Даже лучше, когда уже и почки, и листики, и можно обрезать, и уже видишь, что где, после вот этих погодных аномалий, которые еще впереди будут. Поэтому мы уже такой агрогороскоп подготовили и возвращаемся, чтобы показать, что мы можем еще делать. Итак, в Стрельце мы делаем прививки. Затем вечером, смотрите, 11 переход Луны в знак Козерог. 20:31. В 21 час можно начинать высаживать саженцы садовых растений. Любых. Лучше, конечно, после 22 часов это делать.
Снова же все зависит от региона, где вы живете. Плюсуйте, минусуйте часы по отношению к киевскому времени, и у вас будет свое время. А лучше все-таки 12-го уже подготовили ямы. Очень быстро эта посадка идет, если все подготовлено заранее. Только выкладываешь растения и присыпаешь хорошей землей. Ну, сам процесс посадки, это все известно, я не буду повторять. В этот период очень хорошо прививки также делать. И снова же можно укоренять черенки, можно в этот период и отводки тоже закапывать, прикапывать. Все растения, вот разделите, в деве в начале месяца декоративные посадите, еще какие-то там работы, связанные с красивыми, еловые. А уже вот в этот период то, что касается садовых растений, высаживайте, и у вас все будет замечательно. Все, главное распределить все работы, а затем получается очень хорошо. Снова возникает вопрос по 13-му. Будьте внимательны. Мы этот вопрос испытывали. Попробуйте сами, посадите часть. Вы увидите, что будет у вас в результате под кустом того же картофеля, что посадили 12 и 13. Сопоставите и увидите. То, что мы увидели, мы были ошарашены. Но это стрессовая ситуация, это не для посадки. Ну, а далее у нас уже водолей входит в свои права 14-15. Здесь можно обрезать садовые растения и зеленые операции. Кстати, можно, вот 13-го можно обрезать садовые растения и зеленые операции. Это не страшно. Даже вот мы и в новолуние тоже это делаем. Здесь эти энергии как раз позволяют нам заниматься обрезкой. 16-го уже Луна будет находиться уже в знаке Рыбы. Здесь поливы, подкормки и прививки еще можно делать 16-го. А уже 17-го не рекомендуется делать прививки. Здесь поливы, профилактические опрыскивания. Далее очень сложный период. Ну, очень сложный период. Посмотрите. Солнечное затмение, новолуние, сожженный, это Геката, сожженный путь полнолуния у нас уже был. Геката, вот видите, и Геката как раз и солнечное затмение забирают у нас вот этот период Тельца нашего любимого. Ну что поделаешь, поэтому 17-го поливаете растения, затем у нас перерыв, но зато можно обрезать, обрезка, зеленые операции. Когда уже выйдет Луна из знака Рыбы, вот смотрите, выход у нас получается после 4 часов 10 минут, ну вот утро через несколько часов, когда уже успокоятся энергии, можно заниматься обрезкой. Солнечное затмение не страшно. При обрезке, когда вы обрезаете, можно использовать новолуние, главное знак, чтобы был. И обрезайте до, смотрите, у нас получается завершение обрезки 22 апреля. Достаточно большой период. Вот эту всю работу мы проводим. И уже остается 20, казалось бы, близнецы, но здесь уже энергии очень много. Мы не будем сегодня говорить о тех энергиях, которые будут посылать планеты. Апрель очень интересный месяц, там очень много энергии будет таких усиленных. Поэтому, пожалуйста, смотрите в близнецах 23 и 24 до 15 часов только раскрываете свои растения, убираете сад. Это здесь хозяйственная работа. Вечером Луна перейдет в знак Рак в 21:59. Можно поливать растения. 25 и 26 тоже поливы, подкормки уже актуальны будут. А теперь переходим еще интересные события 27-28. Это у нас еще первая фаза, и вот она завершается. И, естественно, часть энергии у нас будет забрана. Именно энергия, которая нужна для прививок. Поэтому вы можете после 12 часов 27 и 28 тоже после 12 часов дня. Здесь возможны прививки. И, да, кстати, обрезка тут в плане того, чтобы срезаете, делаете череночек, делаете прививочку, и все правильно делаете, все будет хорошо. И завершается месяц в знаке Дева. И снова, если не успели какие-то растения, уже получаете очень поздно, очень многие жалуются,
почта плохо работает, предприятия не готовы. Но у нас сейчас снова с погодой будут такие сложности, поэтому получаете и готовите эти растения, а затем можно их высаживать в открытый грунт. Смотрите, у нас очень энергия хорошая. 29-го вечером начинается, ночью в Деве. Но лучше уже 30-го день, хороший весь день посвятить поливам, подкормкам, укоренению черенков, отводки. Все лианы, которые имеют и цветы красивые, и потом ягоды, тоже подходят для этой работы. Можно высаживать саженцы декоративных, еловых растений. И вот эту работу можно выполнять до конца 30 апреля 2023 года. А теперь остается сделать скрин. Пока вы себе делаете скрин, я попытаюсь еще больше вот так вот, чтобы каждый день был виден. Это у нас апрель 2023 года. Желаем вам успехов, чтобы в ваших садах был порядок, благодатной погоды. А видео это подготовили авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик. До новых встреч на нашем канале. Конечно же, в новых видео. Пока-пока! Вітаємо вас на каналі Раїса Гаряченка «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Сьогодні у нас агрогороскоп садівника на квітень 2023 року. Час київський. Починається місяць технічних робіт в знаці Лев. І після 15-ї години вже в Діві 2 квітня можна починати працювати з декоративними рослинами, з хвойними рослинами, висаджується ючі саджанці цих рослин. Також можна садити ліани для отримання нових рослин, ліани того ж винограду, до речі, можна. Все, що у вас ліана дає і квіти, якщо дає ягоди, теж добрий час. У Діві ми перевіряли, дуже гарно йде укорінення. І створюються нові рослини, або ж ця ж рослина отримує додаткове коріння. В цей час тільки поливаємо. І укорінення живців в цей час робимо 3-го всю добу. І якщо не встигли, до 7 години ранку 4-го. А далі йде складний час, це вже повня, спалений шлях місяця, важкий період, тому 4-го, 5-го, 6-го, 7-го ніяких робіт не робимо, тільки 7-го в Скорпіоні вже можна буде після 10-ї години ранку поливати. І вже в Скорпіоні до 7 години 34 хвилин, де спалений шлях місяця. Тому після цього вже можна буде, поливати можна і так, а от стратифікацію насіння, хто проводить, можете використовувати саме цей період в Скорпіоні. Це буде продовжуватися і 9-го, поливи, і трохи пізніше вже в Козирозі можна буде і підживлення проводити. Поки що дуже сильна енергія місяця. Ось, будь ласка, зверніть увагу, стрілець. Дайте 1,5 години, щоб вже дійсно працювала енергія стрільця 9 квітня. І ближче собі до вечора проведіть щеплення в стрільці. 10-го також щеплення. І у нас 11-го вже починається обрізка, вже енергії більш-менш заспокоїться і рослинам не так буде страшно, і вже їх можна буде займатися обрізкою. Обрізаємо 11, 12, 13, 14 та 15. Оці дні ми вже вам показували, і у нас є окреме відео, ми зробимо внизу адресат на це відео, ви можете ще раз подивитися, коли можна обрізати. Отож, обрізаємо, і тут от є один у нас гарний день, 12, на жаль, він один, тому ми говорили, що давайте в Діві висаджуйте декоративні, хвойні рослини, і квіткові різні, це все висаджуйте, а в Козирозі вже 12-го. Можна ще вночі 11-го, але вже за дня підготуйтесь добре, можна висаджувати садові саджанці, будь-яких рослин, декоративних, хвойних, чи плодових, чи ягодних. Проводьте щеплення, проводьте укорінення живців. Дуже гарний час, 12 це якраз кінець 3-ї фази. 13-го перехід з 3-ї в 4-ту фазу, тут тільки обрізка і зелені операції проводяться. 14 та 15 місяць водолії, обрізка садових рослин та зелені операції. 16-го вже будуть працювати енергії стихії води. Будь ласка, будьте уважні, тут поливи та підживлення проводимо
до моменту, уже коли вийде із Гекати наш місяць. Тому 16, будь ласка, і підживлення, і поливи. І щеплення. А от 17-го теж риби, але вже це переддень перед оцим складним періодом. Складний період у нас сонячне затемнення, дивіться, 20-го, новомісяча. І що можна робити? В рибах ми не обрізаємо. Будь ласка, подивіться. Не обрізаємо 18 ще до 10 години, а потім можна знову продовжувати обрізку 19, 20, 21 та 22 до кінця дня. І зелені операції, і все. Все, енергії далі будуть працювати. Дуже велика енергія буде йти, тому 23, 24 вже в близнюках ніяких обрізок. Прибираєте, технічні роботи робите, завжди знайдеться в садку, що зробити. Нагадую, там, де дуже холодно, розкривайте вже теплолюбиві рослини. Увечері 24-го вже місяць буде в знаці Рак, о 21 годині 59 хвилин. Можна вже починати поливи та підживлення. Ось вже можна підживленням зайнятися 25 та 26. Вони будуть ефективними. 27, 28 та 29 частково це енергії Лева. І у нас буде перехід 28 з першої в другу фазу, тому, будь ласка, оця енергія буде до 12 години 27 та 28. А вже після цього, бачите, у нас якраз світленькі такі прямокутники. Тут можна займатися щепленням. Оці дні, 2 дні, 27, 28. 29 там вже можна тільки зранку, а далі місяць без курсу почне працювати. Ввечері буде перехід місяця в знак Діва. Аж о 22 годині. Ну це вже пізновато, але якщо є бажання і у вас живці є, з холодильника дістали, то можна чи з якогось місця, де ви зберігали, чи сніг десь у когось вже розстав і можна дістати. Будь ласка, можете укорінювати живці. І 30-го дуже гарний день, що не посадили з ліан, з декоративних хвойних рослин, висаджуйте. І висаджуйте в цей час оці великі ліани для того, щоб знову ж таки створити таку гарну кореневу систему рослини і щоб вона могла гарно харчувати всю рослину. Додаткове коріння завжди дає добрий результат. І поливи та підживлення 30-го актуальні. Будь ласка, проводьте ці роботи для того, щоб в вашому саду, ваші рослини були захищені. По-перше, теж дивіться, якщо будуть шкідники та хвороби, обробляєте весь час рослини, профілактичні обробки робіть. І слідкуйте, щоб у них була водичка і поживні речовини. І все інше ми закладаємо зараз гарний фундамент для врожаю всього року. І не тільки цього. Що ж, тепер залишається зробити скрін. Отак видно, тепер всі будуть дні квітня 2023 року. Ми вам бажаємо, щоб у вас всі ваші справи пройшли на відміну, гарної погоди, щоб все у вас по плану йшло. Погода вам тільки допомагала. Відео підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Відео добігає кінця. І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. Бувайте здорові! На все добре!